Всем привет! Вы на канале Ассортимент Рыбалка, и сегодня мы поговорим снова о фидере. В предыдущем видео я показал, как делается примитивный фидер. Ребята, хочу сказать, что это был просто фидер, самый популярный. Я с него начинал, из-за этого решил сделать и показать. В ответ было много комментариев. Всем спасибо за критику, за похвалы. Ребята, большое вам спасибо, больше проявляйте активность. Но сегодня вы меня вынудили затронуть еще раз тему фидера. Вернее, я хочу показать свою снасть, которой я рыбачу на течение с помощью отвода, или как еще многие его называют, противозакручиватель. Но я его называю отвод, ребята. Хотите там критикуйте, не критикуйте, я его называю так. И сегодня мы с вами сделаем и сравним со снастью Гарднера, или как еще называют ее Паттерностер. Но она чуть отличается, я вам покажу отличия. Давайте сначала свяжем снасть Гарднера, но, ребята, я ее свяжу немножко по-своему, потому что я рыбачил на эту снасть. Если вы думаете, что я о этих снастях ничего не знаю, вы там мне писали, посмотри в интернете, на самом деле я давно про них знаю, я давно это уже прошел, ребята. Давайте я свяжу немножко по-своему, может чем-то вас даже удивлю. Ну что, начнем? Ребята, возьмем леску, я обычно использую леску 0,3, потому что, как правило, на эти снасти я ловлю плотву или карася. Кстати, чем эта снасть мне не особо нравится, тем, что она эффективна на течение, но в стоячей воде она очень сильно, очень заметно, как по мне, проигрывает пружине. И, ребята, на эту тему мы когда-то даже проведем рыбалку, именно порыбачим на две снасти в тихой воде. Я уверен, что выиграет пружина. Смотрите, ребята, берем примерно сантиметров 30, это даже много. Вот так, но я беру где-то чуть больше, потому что я вам говорю, я буду ее вязать немножко по-своему. Начинаем мы со стандартной процедуры, вяжем хвостик. Ребята, я его вяжу, если я сам это вяжу, я вяжу 13 сантиметров. Честно, даже отмеряю линеечкой. Я вот такой человек, 13 это мое любимое число, и я делаю поводки, и все это стараюсь 13 сантиметров. Ну, мне нравится, и ничего с этим не поделаешь. То есть, примерно 13 сантиметров. У меня уже получается это, даже на глаз делать, примерно вот так. Берем, делаем обычную восьмерку. Я думаю, восьмерку уже все вязать умеют. Раз. Я делаю 2 оборотика, кто-то 1. Вот, ребята, смотрите, видите, получается обычная восьмерка. Хлоп. Это все, в принципе, надежно. Дальше, ребята, еще хочу сказать, я никогда не использую в этой снасти вот этих вертюжков, застежек. Как по мне, они здесь просто не нужны. Ну, зачем? Зачем лишнее железо цеплять на снасть? Оно все удобно, если на самом деле пружина, там некоторые говорят, там затягиваются, ребята. Но на самом деле пружина меняется легко. Смотрите, делаем это вот так вот. Раз, хоп, затянули. Ребята, взял я специально для снасти Гарднера такую пружину, называется она пуля или ракета, это для дальнего заброса. Бытует такое мнение, что дальше этой пружины вы не забросите ничего. Ну, если честно, с этим можно поспорить, но у этой пружины есть как плюсы, так, вернее, у этой кормушки есть как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что если она падает в ил или еще куда-нибудь, у нее вот есть коромыльца, или как ушко его еще можно назвать. И она, если падает, она проседает, и ушко, короче, поднимает леску. Она не в илу, и не, там, не в грязи, ни в чем. То есть она вот так вот ее поднимает немножко, и нормально. Но у нее есть и минусы. Когда на каменном дне, при течении, все рыбачили на Днепре или там на других реках, ее начинают крутить. Это ее, конечно, нюанс. Пока она что-то не упрется, ну, есть у нее как минусы, так и плюсы. Но самый большой плюс в том, что реально она летит далеко. На самом деле прикольная кормушка. Так, продолжаем дальше. Вот у нас образовался отвод. Ребята, в обычной снасти его делают примерно на 5 сантиметров длиннее. Я его делаю немножко больше, где-то вот так. Для чего, сейчас расскажу. Я вяжу где-то сантиметров, наверное, вот так вот, еще 13, наверное. Я вяжу петелечку.
Ребята, в чем мой прикол этой снасти? Я не понимаю вот эти петля в петлю, из-за этого я делаю хоть и петлями, но немножко по-другому. Я готов ее переделывать постоянно, но делаю всегда так ее. Вот именно таким образом. Здесь делаю обычную петлю, ребята, не восьмерку. Обычную петлю, которую можно взять и хоп, и она развязалась. Вот так вот, смотрите, раз. Вот, я сделал обычную петлю. Потом я делаю еще одну петлю где-то, ребята, где-то вот здесь вот. Вот так, где-то сантиметров 5 от основной петли. Еще делаю одну петлю. Я думаю, вы уже все поняли. Все. Вот так вот это происходит. Дальше я беру один поводочек. Сейчас мы его даже свяжем, ребята. Сюда нужен чуть подлиннее. Вот мы его делаем. Тоже берем обычную петлю, ребята, с которой развязывается. Раз. Но опять же, ее делают я так. И, я думаю, каждый рыбак делает все по-своему на самом деле. Но хочу поделиться своими наработками в этой снасти. Просто вы начали много мне писать, посмотри, ты с другой планеты, там петля Гарднера. Да, ребята, я это уже прошел и проживал 10 раз. Сначала я начал на классическую рыбачить, все как это, но потом понял, что лучше делать ее вот так вот, смотрите. Всовываем, продеваем. Ребята, обратите внимание, насколько это все быстро. Вот у нас это конечек. Протянули. Сейчас. Запутал. Вот видите, мы ее затянули. Потом что мы делаем, ребята? Мы берем, затягиваем наш поводок. Вот так просто. Раз. Все затянут. Дальше мы делаем контрольный узелочек. Я его так называю. Раз. Обрезали. Дальше что мы делаем? Мы делаем, затягиваем эту. Раз. И все, и делаем контрольный узелочек. Это у нас концевой поводок. Все. Я не делаю петля в петлю, ребята. Я делаю вот так вот. Я не люблю вот этих амортизаций. У меня все просто. Вот так. Есть, конечно, этому недостаток. Если отрывается поводок, приходится переделывать снасть. Ну, как видим, здесь два поводка. Этот обычно редко отрывается. Отрывается вот этот. В принципе, он нам и не нужен. Берем еще один поводочек. Очень маленький, ребята. И продеваем вот в эту. Вы уже, я думаю, поняли. Вот в эту петельку. Так, снимем пока мою эту. Петлю что-то я маленькую сделал. Ничего страшного в этом нету. Протягиваем. Вот видим, у нас затянулось. Мы берем и опять же так само. Только тянем за вот эту, чтобы здесь не было заусенец. Так. Раз. Контрольный узелочек. Все, он никогда не развяжется. Я еще припаливаю спичками, но сейчас не буду тянуть время. Обрезал. И дальше, я думаю, все понимаете. Раз, вот так. Сейчас я вот тут еще, чтобы не зацепился, всегда одевайте. Я режу поликарбонатовые, вернее полистироловые такие штучки. Он намного держит лучше, чем пенопласт. И вообще удобно. Вот такая вот снасть, ребят. Вот этот поводок длинный, примерно сантиметров 13-15. И маленький коротыш. Вот, на такую снасть я раньше рыбачил, если вы думаете.
Если вы думаете, я не знаю, но я делал всегда ее вот так вот, по-своему. Вот так вот. Ну, на самом деле, да, на течение на нее она хорошо работает. Но вот в водоемах стоячих она очень сильно, как по мне, проигрывает обычной пружине. Так, а теперь я покажу ее конкуренту. Все-таки я перешел немножко на другую снасть. Что-то мне пришло в голову, как говорится, мысль из детства. И вот уже это лето я отрыбачил полностью вот на такую снасть. Покажу, как эту снасть делаю я. Сделаем еще в этой снасти петлю. Ребята, еще в чем фишка? Я начал обсуждать это с Ириной. Ирина говорит, что вы, ну, что ты выделываешься, говорит. А давай просто проведем соревнования, говорит. Просто порыбачим на разные снасти, и каждая снасть покажет, как она работает. Я думаю, 7 числа мы поедем, наверное, в Соловьинку, если там тарани нет. В Соловьинке мы хотим провести свои соревнования, тоже разных снастей. Про это я сделаю чуть-чуть позже ролик. А если у нас там не будет тарань, если мы туда приедем, ну, там всего посидим час, если ни одна тарань не клюнет, понятно, ее там нет, значит она ушла. Просто говорят, что тарань ушла, но мы это проверим. И тогда мы поедем на такое место, как автомобильный пляж, и говорят, там постоянно она проклевывает, и мы протестируем вот эти две снасти. Одну удочку мы будем рыбачить вот этой снастью. Это петля Гарднера. А эта снасть моя, ну вернее не моя, я думаю, много ребят на такую снасть рыбачат. Я думаю, многие додумались сделать так, как я. И хочу сказать, она тоже работает очень хорошо. Единственное, что мне в ней не нравится, это вот эти вот вертушки и все прочее. Смотрите, сколько железа. Это я не люблю, конечно. Ну, ничего страшного, оно не мешает. Так, берем леску. Протягиваем. Так, протянули. Нам нужна всего одна бусинка в этой снасти. Так, давайте вот это уберем, чтобы не мешало. Всего лишь одна бусинка. Так, делаем, протягиваем ее. Я всегда делаю два раза ее протягиваю. Вот раз. Хотя достаточно одного, если честно. Но я всегда делаю два. Не знаю почему. Вот такой я. Люблю надежность. Люблю, чтобы ничего не ходило. Люблю. Так. Вот. И у нас остается примерно здесь сантиметров 30. Что мы делаем, ребята? Все просто. Делаем петлю здесь. Так, блин, не получается чуть-чуть. Вот. Обычно одну раз. Дальше. Я обычно их делаю через 13 сантиметров. Через 13 сантиметров делаем еще одну петлю. И на конце, примерно чтобы было тоже 13 сантиметров, делаем еще одну петлю. Ребят, я говорю, на рыбалке это сделать вообще никаких проблем нету. Все быстро, удобно. По крайней мере, я. Ребята, можете делать переходники, делать их дома. Но я стараюсь все делать на рыбалке. Вот так вот. Дальше берем один длинный поводок, примерно тоже сантиметров 13, будете смеяться. В целом у нас получится уже где-то сантиметров 30 снасть. Ну, ребята, здесь я поводок сделал простой, хотя я тоже его затягиваю. Обязательно я все затягиваю, но почему-то я здесь, не знаю, сделал вот так вот.
Ничего страшного. Вот, затянули. Это, как это крайний поводок, делаем узелочек. Не люблю, понимаете, когда и тут, понимаете, амортизация. Вот, например, я это не люблю. Из-за этого я всегда делаю так. Даже если приходится перевязать снасть, я к этому нормально отношусь. Раз. Теперь, ребята, дальше идут у нас маленькие поводочки. Так, вот так берем. Блин, леска тонкая. Ребята, на поводке я использую на таране 0,18. Вот, раз. Теперь мы затягиваем этот. Обязательно. Я делаю только так. Но поводки вот эти делайте как можно короче. И затягиваем вот так. Вот у нас еще есть один поводочек. Вот уже два поводка. Мне остается прикрепить третий. Тихо снимем эту штуку. Хорошо держит полиэстерол. Крючочки вообще хоть и маленькие, но полиэстерол так хорошо с ними справляется. То есть, возможно, вы скажете 3 крючка, там браконьер. Ребята, ну, не знаю. Просто почему 3 крючка? Потому что, чтобы угадать, этого раз. Вот, делаем. Чтобы не вязать поводки, то есть... Так, давайте я сразу зацеплю. Ну, говорю, вот эти поводочки делайте как можно меньше. Чем они меньше будут, на рыбу это никак не отразится, но запутываться будет намного меньше. Ребята, ну делайте все с лески, а не с мононита. У меня есть и с мононита такие снасти, но с лески, я вам хочу сказать, меньше все запутается. Дальше, когда вы сделали по крайней этот, дальше, ребята, подтягиваем бусинку до последнего поводка вплотную. Так, ну что, вот наша снасть готова. Смотрите, как она выглядит. Вот так вот. Вот на такую снасть я в последнее время рыбачу. Так, если мы даже посмотрим, как она лежит. Смотрите, при натяжке. Вот так вот она у нас работает. Но, как видим, вот этот поводок можно было ближе немножко сюда привязать. Слишком он близко с этим. Вяжите, чтобы они, видите, не доставали друг до друга. Когда они достают, у вас все будет нормально. Вот так вот. Такая вот снасть. И в последнее время на нее рыбачу, и работает она на мне намного круче. Ребята, в чем еще прикол этой снасти? Я никогда не ставлю здесь стопорка, штопорка. Некоторые придираются, но мне, в принципе, все равно. Я думаю, главное, чтобы человек понял, что это такое. Смотрите, почему? Чтобы была поклевка ярче, это раз. И для того, чтобы, если вы зацепитесь, потому что в основном мы рыбачим на течение, на камнях, часто отрываем пружины, для того, чтобы, когда вы оторвете леску, для того, чтобы рыба спокойно ушла. Она спокойно уйдет с крючками и потом перегниет или выплюнет, но не с кормушкой. Представьте, рыба будет с кормушкой плавать. Вот из-за этого я еще люблю такие вот снасти. Есть специальные снасти, конечно, спортивные, но про них мы поговорим в других видео, и мы их по-любому протестируем, мы на них рыбачим. И я думаю, скоро даже вам покажем, и мы даже, наверное, покажем вам в соловьинке.
Конечно, если что-то у нас будет клювать, мы хотим одну из спортивных снастей посоревновать просто с обычной пружинкой. Что будет круче? Вот я заметил, где вода более стоячая, пружина работает намного лучше. Я не знаю почему, пусть со мной спорят, там говорят, но именно пружина есть пружина. С короткими поводочками работает круче. Ну что, подведем итоги. Сейчас мы еще обрежем. Вот так сделаем петлю. Потом еще распустить. Ребят, я ее сделал, эти снасти, в натуральном виде, с натуральной леской, которую я рыбачу. Вот так вот оно все выглядит. Ребята, еще хочу сказать, вот на эту снасть были случаи, то есть у меня есть знакомые, которые рыбачат тоже чисто на такую снасть. И вытягивали по 3 штуки за раз. По 3 рыбки. Казалось бы, рыбачим мы в основном на течение, на пенотесто, иногда на опарыш. И клюет отлично. Ребята, вот вам петля Гарднера. Только немножко я ее, видите, на свой этот переделал. Чуть-чуть, по-моему. А вот снасть, на которой я постоянно рыбачу. И хочу сказать, ребята, наверное, скоро мы сделаем чисто соревнования. Ребята, мы поговорили с Ирой, ну это мой партнер, мой оператор, она со мной постоянно рыбу ловит, вы часто ее видите в наших фильмах. Она говорит, а что спорить, давай просто попробуем порыбачить на эту снасть и на эту, говорит, ну, какая будет эффективней. Я согласился, и скорее всего скоро мы снимем фильм, так, наверное, его и назовем, «Моя снасть против снасти Гарднера». Ради интереса. И кто победит? Хотя, вы можете сказать, что ситуации неровные, потому что здесь типа 3 крючка, а здесь 2 крючка. Ну, ребята, если это офигенная снасть, она же тут вообще предназначена с одним крючком. Вот мы и проверим, сможет ли она даже с 2 крючками потаскаться вот с этим обычным фидером, с которым все смеются, говорят, это прошлое. Но, ребята, при таком поводке... Вот при таком, смотрите, 30 сантиметров. Идеально противозакручиватель. То есть она не зацепается, она вообще не работает. Если это там при ударе, при чем-то может зацепиться, запутаться. Хотя это тоже очень нормальная снасть, но тем не менее за кормушку зацепается. Все бывает. То это, ребята, вообще эффективная снасть. Чтобы она там где-то запуталась, это очень редко. Единственное, бывает, когда клюнет рыба, она может там таскать и может просто накрутиться поводки на леску. И то это вот. Все. И, ребята, ее закидывать легко. И все. И она не запутывается, ничего. Это вообще идеальная снасть. Я на нее рыбачу уже... Короче, я на нее прорыбачил это все лето. Не все лето даже, а осень, когда пошла тарань нормально, до запрета, я рыбачил на эту снасть. Конечно, пробовал, честно, другие снасти, пробовал экспериментировать, пробовал и пружины, делал и там с отводами снасти. Ну, всякие, вы меня понимаете, я думаю, если вы меня смотрите, значит, вы занимаетесь рыбалкой, вам это интересно, и я думаю, каждый рыбак что-то экспериментирует. Ну что, ребята, надеюсь, вам было интересно. Если хотите, подписывайтесь на канал. Если не хотите, не подписывайтесь на канал. Но до скорых встреч на канале Ассортимент Рыбалка. Все, всем пока.